отвез детей в школу. За бортом уже потеплело, 1 градус стало. Я специально на обратном пути остановился, показать вам, что у нас тоже лужи замерзли. Видите, вот знакомое у вас такое зрелище? Дети сейчас на ходу ехали, были рады увидеть такие вот лужицы, видите, покрытые этим. Немножко льдом. Ну и заодно показать наш комплекс снаружи. Вот, оба корпуса видны. Кстати, вон кто-то квартиру продает. На 10-м этаже, кажется. Вот. Пойти в море посмотреть. Ну, я понимаю, вот это все вот, пчеловод здесь у нас стоит. Пойти в море посмотреть. Но оно там понятно, что вообще не замерзло. Пойду домой. Холодно. Раннее утро. Уже дети наши в школе. Здесь колледж, который рядом с нами, тоже все в школе. Уже никто не придет на занятия. Еще вчера вот тут была лужица, она сегодня уже высохла. Благодаря в том числе и нулевой температуре. Вчера дети по этой луже проезжали. Было немножко больше воды, скажем так. Пойду я за хлебушком и море вам покажу. День намечается вроде бы солнечным. Вот видите, там уже свет играет на соседних зданиях. И тоже вот так визуально симпатично смотрится. Посмотрим, какой он будет. Когда солнечный день, даже при прохладной температуре на улице, у нас дома тепло достаточно. И у нас дома теплая вода из крана. В таком случае бывает. Тут была лужа вчера, дети. Я не помню, снимал. Нет? Вот он, замерзшая вода. Ну-ка, как она хрустит. Дети покололи уже. Шли в колледж. Вот они, наши крышенские морозы. Какие-то ягоды набросали здесь. Вот. Пойду к морю, пройду сразу. Вчера вечером был такой сильный ветер. Море такое шумное было. Бросало эти деревья, сильно ветром шатало. А сегодня море такое ласковое, нежное. И оно то прям бушевало, далеко на берег выбрасывало, а сегодня даже меньше, чем летом. Видите, вон там камни торчат на берегу. Летом обычно в этом месте вода прям была, сейчас она еле-еле до них доходит. Вот белые камни, которые лежат, они обычно закрыты водой. Все это тоже. Вот камушки опять, кстати, появились. То не было камушков, то вот опять появилось. Сегодня 20 января. Прохладно на улице, конечно. Но благодаря солнечной погоде настроение такое хорошее. И море тоже такое. Смотрите. Аккуратно, аккуратно. Не штиль, но почти штиль вообще. Еле-еле. Море качается, так сказать. На небе, кстати, тучки все пропали. Я даже сейчас на солнце смотреть. Я не могу на солнце смотреть. Сейчас потихоньку вот так. А то камеру засветит. Ослепит оптику в телефоне солнца. Оно еще низко висит, повыше поднимется, будет комфортнее. Классно. Рыбачки вон там тоже, я вижу, гуляют.
Что, хороший день после крещения. У нас, можно сказать, начались крещенские морозы. Детей сегодня последний день учебный. У Олега учеба, у Миши немного учебы, а потом они идут в кинотеатр. Так что будут рассказывать, как они сегодня отучились. И будут на каникулах опять. Они одно время было загрустили, что не удалось на каникулах побыть до конца. Ну как дети в России отдыхали же до 10 числа, а они уже 4 пошли в школу, 4 января. Но сейчас у них 2,5 недели каникул, и они уже не такие грустные. Травка зеленая, деревья стоят, все зелененькие, листочки везде зеленые. Нулевая температура при такой растительности вокруг, она так не так воспринимается, не так холодно кажется. Розы вот эти тоже все еще стоят. Хотя видно, что им вообще тяжело, такая погода им очень тяжело дается. Тут прям много роз в этом вот комплексе посажено. Да, вот еще продолжаются. Пальмы стоят. Классно. Собачка там брешет во дворе. Да, порядок типа наводит. Ладно. Пойду я делом заниматься. Здесь у нас работа. Эти же барашки, что Оля снимала с балкона, теперь поближе. Видите, тут отара целая. Ходят, что-то жуют. Гоняются быстро как. Охранник у них мимо ульев, куда-то понесло их. Охранник лицом щелкает. Ладно, сейчас посмотрим, лишь бы они на дорогу не выбежали все из толпы. Это гуляют дамы. Я думал, школьники, это дамы идут. Вот она вся отара здесь. На эту сторону перебежала, там вон женщина с палочкой ходит, сторожит. А я поехал за детьми. У них сегодня... У Миши чуть раньше закончился учебный день. Пойду его заберу, подождем еще Олега, когда он вернется. Закончит свои уроки, и мы тогда поедем все вместе домой. Кстати, нас там бургерами кормили. Серьезно? Ну ты подробно нам расскажешь потом, да, когда дома придем. Все, я забрал детей из нашего колледжа. Поедем сейчас. Время немного есть, пойдем в парк. Немножко погуляем куда-нибудь. Море, вот оно, тут вот за этими деревьями буквально. Недолго. Здесь в парке есть такой, не знаю, какая детская площадка такая, большая, хорошая. Миша увидал ее из окна и сказал, не хотим мы никакие спортивные площадки, хотим сюда. Хочу, вернее сказать, Миша. Вон он пошел развлекаться. Мы пойдем с Олегом вон на море посмотрим, которое там за забором. Сегодня все, каникулы, по сути. Дети босой ходит парень, вот кеды валяются, босиком гоняют. О, на самый верх полез Миша. А мы пойдем туда, к морю пройдем. О, здесь можно это самое, и как-то еще так развлечься. 3 лиры можно на батутах поскакать. Машинки наверняка электрические можно тоже эксплуатировать за деньги. Вон какой-то дяденька там сидит, вероятно, он владелец этих богатств несметных. Что-то там смотрит на телефоне. Значок турецкий стоит прям посреди дорожки. Тут прям какая-то это... Здесь освободили, здесь стоял корабль какой-то. Сейчас вот нет его. Видишь, вот тут 2 корабля стоят. Или даже больше кораблей стоят. Ташуджу. Это с Ташуджу притащили, видно, корабли на обслуживание. Почистить, помазать, покрасить их.
В Тошуджу мы этот раз ездили с нашими друзьями, катались на корабле. Так, сейчас я руку туда просуну за решетку. Вот такие корабли там в Тошуджу ходят. С них понырять, поскакать, вот этот трап на берег спускаться и так далее. Как наш корабль называется, никто не помнит, да, по-моему? Я думаю, что никто не вспомнит. Так, здесь, видите, такая заводь тихая, закрытая от ветра. Здесь они эти корабли как-то ремонтируют. Вот всякие лебедки, чтобы вытаскивать их. Деревянные подкладки, чтобы они стояли ровненько. Какие-то вот сани волокуши. Там вот тоже еще кораблики. В общем, много чего интересного здесь. А у Миши вот она, интересная площадка. Поскакать, погоняться. Ладно. Парк здесь классный, кстати, большой такой. С точки зрения погулять вообще нормально здесь. Летом особенно в тенечке деревьев. Ага. О, народ, кстати, все просят, говорит, сделай еще интервью с Олегом по поводу, какие там у вас предметы есть там и так далее и тому подобное. Как ты готов пообщаться? Хочешь, пойдем на лавочке посидим, хочешь, как хочешь, хочешь в движении, хочешь, пойдем по дорожке потихоньку пойдем и поболтаем по этому поводу. Вообще без разницы, я на все готов. Можно на лавочке посидеть. На лавочке тут есть народ скачет на детской площадке. А можно здесь постоять, поболтать. Ну, про какие предметы у вас тут новые появились, которых до этого не было? Сможешь сориентировать зрителей? Ну, смотрите, что я заметил, у них алгебра и геометрия объединена. То есть просто в математику, да? Математику, да. Да, отходи, дети едут здесь. Сейчас про это, погоди. Паузу поставлю. Не ставится пауза. Шуметь я перекрикнуть не могу. Идем к кораблям ближе сюда. Давай тогда. На фоне затонувших кораблей. Да. Ну. Объединена в математику. Общесознание, у них называется философия. Ага. Потом английский, география, химия, биология, физика. История, физика, да. А история у них просто история или история Турции? История Турции у них именно. Ага, понятно. Потом турецкая литература. Ага. Вместо нашей литературы у них турецкая литература. Да. Так. Потом турецкая культурология есть еще. Культурология. Да. Интересно. Что там еще интересного есть? Какие предметы? У вас немецкий, да, еще язык появился? Да, точно, немецкий. Ты французский не успел изучить? Ты теперь немецкий будешь с нуля изучать? Ну и тем более я сам хотел бы этот язык. Интересно тебе немецкий язык? Да. Кстати, здесь очень много из Турции людей, кто уезжают впоследствии работать и жить в Германию. Из-за этого немецкий здесь как дополнительный применяют. Да, что еще? Ну, по немецкому у вас были же занятия или еще только будут они? Ну, у нас только так, чисто халява пока что была. Халява? Да. Ну, сейчас конец четверти, поэтому... Или полугодие, конец полугодия, наверное, сейчас считается. Да. Понятно. Так, что еще интересного вообще в школьной, так сказать, программе, отличия от нашей? Сможешь рассказать? Но, знаете, у нас, как было, если бы я пришел в русскую школу, меня бы уже давно загрузили бы домашними заданиями, во-первых, да? Ага. Во-вторых, загрузили бы с этими самостоятельными, какими только работами на свете нет. Ага. А здесь ничего не было, да? Ничего не было. Даже домашних заданий. Понятно. А на уроках много, так сказать, чего проходите, успеваете во время занятий? Ну так, довольно нормальные объемы проходим. Понятно. Есть такое ощущение, что то, что домашние работы бы вам дали, вам и на уроках все это рассказали? Или, в принципе, сравнимо, в школе одинаково дают, а просто нет домашних? Такая вот расслабон дома получается. Ну, второй вариант, скорее всего, ближе. Понятно. Ну да, в принципе, так легче учиться. Лишь бы это хватило
как сказать, знаний для сдачи? Они же какие-то экзамены сдают или что они? Тесты сдают? Они не говорили, какие у них будут, как оцениваться знания за полугодие? Ребята, одноклассники. Но мои говорили, что в следующей четверти, или как у них это называется, Ага. будут какие-то экзамены. Понятно. Ну, ты какой-то пробный тест по английскому писал же. Это у них, может быть, такое что-то должно было быть тоже? Что-то вроде такого, да. Понятно. В общем, в тестовом варианте, не экзаменационном. Или нет, не знаешь? Но... Может, русские ребята рассказывали, как это происходит? Ну, когда-нибудь спрошу. Спроси, потому что это важно для тебя, к чему готовиться, в каком тоже. формате. Помнишь, у вас в школе же были, в русской школе были пробные всякие разные сдачи этих экзаменов, тестов, а в этой школе что-то подобное будет или по-другому как-то будет? А мне русскоязычные говорили, что ты, короче говоря, красавчик, конечно же, пришел-то я, помнишь, когда? Ну-ну. Они такие говорят, ты, конечно, красавчик, пропустил и тесты, и сами экзамены. То есть, как я понял, есть какие-то предэкзаменационные тесты. Типа как допуск на экзамены, вероятно. Я не знаю, что это, либо это как пробник, либо это как допуск к экзамену. Понятно. Окей. А так вообще сама организация... У вас звонок в школе интересно. Я все никак не получается мне записать. У вас какая-то мелодия такая, песня поет сперва, да? А потом уже только звонок происходит, да? Правильно я понял? Ну, первое это, скорее всего, как напоминание, потому что кто-то может где-то бродить. А это и с уроков, и на уроке одинаковые вот эти песни поют? Да. Понятно. Это чтобы типа как предзвонок. Да. Предзвонок. Как в театре, Как знаешь. в театре. Первый звонок, второй звонок. Да. Понятно. Как в цирке. Скорее, да? Так, а что еще там интересного? Миша расскажет, что у него физра была, они бегали как есть, без переодевания, в такую спортивную одежду. У вас была физкультура? У нас была, но чисто кто-то в волейбол гонял, я с своим одноклассником в футбол гонял. Ага. То есть у вас вообще даже такого не было? Ну, вы тоже ничего не переодевались, никаких... Ничего не переодевались. Никто никакую одежду не приносил спортивную дополнительно? Да. Понятно. Ты достаточно спортивно одет, ты в кроссовках, в джинсах, ну, более-менее, можно сказать, нормально. Почти в физкультурном, такой сказать, спортивной форме почти. Да. Так, а что еще интересного? Ну, то, что вас здесь кормят, получается, в оплату, то, что родители заплатили за обучение, там же входит и питание. Не надо каждый раз с собой деньги носить и так далее. А народ в буфет бегает, ваши одноклассники, так, обращаются? Да, кто-то бегает. Бегает? Да. А там что-то есть покушать? Потому что мы знаем, что там вода продается, мы покупали вам в первый день. Вода, сладости, конфеты, желе. Ну, типа, что дети бы купили в детском продуктовом магазине, всякие такие вещи. Да. Понятно. Как и в вашей школе что-то подобное, что же продавалось, только кроме воды, наверное, да? У вас воды, Воду тоже продавали. Продавали у вас да, в школе? Да. Понятно. Что там еще интересного такого можешь вспомнить? То, что у вас возле детской площадки возле школы детская площадка, но думаю, тебе это не очень интересно, ты на ней не бегаешь, не скачешь. Там максимум сидят на лавочках взрослые школьники, я гляжу. Ну да. Что еще интересного? Так, общение у тебя в основном идет по-английски с одноклассниками или же учителем, если он знает английский язык, да. А турецкий вы только учите. Ну, вот вчера какое-то задание было, то, что ты делал, ты сделал, сдал его, еще нет? А сегодня отменили уроки турецкого. То есть ты сделал, все равно молодец. Ну да. Вот, в общем, турецкий вам сейчас в первую очередь учить, еще раз учить, короче. Да. Понятно. Вот знаете, когда я еще был совсем юным или как-то в детстве, примерно как Миша, да? Ага. Я английский учил. Ага. И сейчас ко мне опять пришли пережитки прошлого, да? Воспоминания прошлого. Воспоминания, да, прошлого. Прошу прощения. Попробуй тогда вспомнить, как ты тогда учил, и примерно так же делаешь, чтобы выучить английский, выучить турецкий и немецкий язык. Да. В принципе,
ничего сейчас не мешает параллельный немецкий, лишь бы не перепутать, да, еще немецкий с турецким. А то сейчас в голове перепутается немецкий с турецкими словами. Так может же быть? Ну, может быть, но ты знаешь, я все-таки как планирую. Турецкий, как бы, грубо говоря, будет основным, да? Английский и турецкий в этой школе, а немецкий будет как дополнительный. Понятно. Как у меня в Москве, в Московской области. Как там было? Русский и английский как основные, а французский шел как дополнительный. Ну, я помню, но с другой стороны, ты же особо во французском языке не успел ничего узнать, как я понимаю. Нет. Даже такие слова распространенные у вас даже не зацепились в голове. Не зацепились. Все эти «шерши ля фам», «алягер ком алягер» для тебя, я думаю, что ты не успели даже пройти все это. Нет. Эти фразы все из советских фильмов, кинофильмов. «Алягер ком алягер», «шерши ля фам» и так далее. Да, понятно. И так что так. Ну, понятно. В принципе, не знаю, хватит ли информации зрителям такой об учебе Олега в школе. Если что-то, какие-то еще вопросы есть у зрителей, вы добавляйте. Нам Оля нам скажет, мы их постараемся с тобой обсудить в следующий раз. Потому что я не читаю комментарии на этом канале. Я только снимаю сюда контент иногда. И наша мама читает, отвечает на комментарии. Так что она почитает, вопросы будут, тогда поговорим еще. Если будут вопросы, пишите, пожалуйста, в комментарии. Да, оставляйте Ставьте, лайки. пожалуйста, лайки. Пишите свои мнения какие-то. Да, ваши идеи. Лучше такая школа или хуже такая школа, как вы думаете? Лучше так учиться детям или хуже так учиться? Напишите, наша мама почитает и что-нибудь нам тогда расскажет. Да. Ладно, тогда, наверное, по этому поводу разговор, так сказать, закончим. Да. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Да, а мы пойдем еще погуляем тут в парке. Миша вон на нас уже ищет, наверное. Вот он идет. Он, наверное, потерял нас. Остановились на набережной сейчас вечером. Сейчас небо усыпано все звездами. Тучи все разошлись. И звезды прям очень хорошо видны. Ну, на камере, я так подозреваю, вот несколько каких-то черненьких. Все черное, несколько каких-то белых точек, наверное, вам видно. Мы еще гуляем по набережной. Время уже 8 час. Мы в магазин сходили с детьми. Возвращаемся обратно. Да. Ну, классно. В принципе, в городе на звезды не посмотришь. А здесь вот хорошо видно над морем. Сегодня безоблачный день. И все хорошо видно.